Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить настоящий немецкий завтрак – хоппель-поппель. Я уверена, что все вы хотя бы раз в жизни ели одну из вариаций этого блюда, но при этом не знали, что у него есть страна происхождения и вполне определенное название. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Основа хоппель-поппель – это 500-600 граммов картофеля, который необходимо очистить, а затем нарезать. Я предпочитаю нарезать картофель небольшим кубиком размером примерно 1,5 на 1,5 сантиметра, но это дело вкуса. Теперь ставим на огонь сковородку, наливаем в нее 2-3 столовые ложки растительного масла. А затем добавляем 20-30 граммов сливочного масла. Когда смесь масел нагреется, всыпаем в сковородку нарезанный картофель. Пока картофель обжаривается, берем 100-150 граммов лука, который необходимо нарезать мелким кубиком. За то время, что мы занимались луком, картошка успела слегка подзолотиться, и это значит, что в сковородку пора добавлять нарезанный лук. Перемешиваем картофель с луком. Теперь самое время картошку по вкусу посолить. А пока картофель с луком жарится, берем 200-250 граммов ветчины, которую также нужно нарезать. Я нарезаю ветчину таким же кубиком, как и картофель, но это не принципиально. К этому времени картофель с луком уже хорошо подзолотились. Поэтому всыпаем в сковородку нарезанную ветчину. Слегка все перемешиваем и оставляем обжариваться на протяжении 5-6 минут. В это время берем 5-6 яиц, которые необходимо разбить в достаточно глубокую миску. А затем слегка перемешать, чтобы разбить их структуру. К яйцам добавляем 1 столовую ложку вустерского соуса, 1 столовую ложку коньяка, по вкусу соль и черный молотый перец, а также по желанию и по вкусу мускатный орех. Вот теперь яйца с добавками нужно перемешать очень хорошо, чтобы масса получилась максимально однородной. Получившуюся яичную заливку вливаем в сковородку поверх картофеля с ветчиной. Перемешивать содержимое сковороды не нужно. Просто аккуратно приподнимаем кусочки картошки по краям, чтобы яичная масса стекала вниз. Продолжаем жарить хоппель-поппель на среднем огне, пока омлет не схватится, но останется слегка жидковатым сверху. Теперь самое время посыпать хоппель-поппель сверху рубленой петрушкой. А затем тертым сыром, которого понадобится около 100-150 граммов. И последний штрих. Отправляем сковородку в разогретую духовку, где на режиме гриль или вверх запекаем хоппель-поппель буквально 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился и покрылся легкой золотистой корочкой. Достаем сковородку из духовки, присыпаем хоппель-поппель сверху рубленым зеленым луком и зовем к столу своих родных и близких. И, кстати, готовить хоппель-поппель можно не только из свежей картошки. Если осталась вчерашняя жареная картошка, или, может быть, вы варили или запекали картофель для салата, и он остался, то можно смело использовать его. Так вы приготовите блюдо еще быстрее, а вкус получится ничуть не хуже, а иногда даже интереснее. Обязательно попробуйте приготовить хоппель-поппель и убедитесь, что приготовить полноценное сбалансированное блюдо можно и из самых простых продуктов. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и безопасного неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!